Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, и сегодня, как и каждый день, совет на день. Сейчас мы посмотрим вторник. Что же посоветует нам Таро на вторник, на что обращать внимание, а на что, может быть, и не надо. Первое, что хочу сказать, что будете осторожничать во вторник. Такое ощущение, знаете, как говорят, обжегся молоком, дуем на воду. Будете осторожно подходить к задачам, которые будут, к людям, к ситуациям, осторожничать. Вот большего я тут и не вижу, хотя все равно вам придется предпринимать какие-то действия, вам все равно придется что-то делать, но опять же идет же не только какие-то изменения, идут же и рутинные события, рутинные дела, работа, карьера, бизнес, быт. Вот, поэтому все равно придется что-то делать, но будете все-таки с осторожностью к этому подходить. Ну, и, кстати, я уже и вижу, почему с осторожностью. У некоторых есть, как в психологии говорят, незакрытые гештальты. Что это значит? Есть ситуации, есть люди, с которыми что-то происходило, и нет логического завершения. У вас есть такие ситуации, такие люди, с которыми не было или в отношениях какого-то логического завершения, или вы еще не отпустили, и это будет вызывать в вас осторожность, именно ваш прошлый опыт. Ну вот по этой карте было бы здорово все решить, отпустить, и, соответственно, чтобы не было вот этого страха, чтобы не было страха поражения, чтобы не было страха, что вот тогда у меня не получилось, или тогда это было вот так, а так меня не устраивает, а сейчас я боюсь, что будет то же самое. Эти страхи могут действительно притянуть какие-то неудачи или оставить вас без результатов, оставить вас без продвижения, без расширения. Вот вижу это, знаете, расширение, это имеется в виду улучшение. Поэтому выбор, конечно, ваш, но карты советуют отпустить, и карты советуют все-таки принять определенное решение для себя, для того, чтобы для вас уже ситуация подошла, вот знаете, логически решилась. Ситуация, отношения, какие-то разговоры. Будет очень много разговоров, почему-то связанных с прошлыми проблемами, и это тоже будет вызывать в вас какой-то определенный дискомфорт, это как минимум, а у некоторых из вас даже и страх. Могу сказать, что у некоторых этот страх и вот эта вот незавершенность связана с человеком. Это мужчина старше 40, мужчина темненький и цвет глаз темный, мужчина серьезный, что-то у вас с этим мужчиной не получилось, это может касаться как работы, карьеры, бизнеса, также это может касаться и межличностных отношений. Да, это может быть кто-то именно как бывший муж, бывший возлюбленный или мужчина, с которым вы встречаетесь, это для девочек, и что-то у вас не получается, а вот не получается из-за того, что не были отпущены или прошлые отношения, или те проблемы, которые были в прошлом. И это вызывает у вас страх и, соответственно, отталкивает от вас именно те отношения, которых вы бы хотели. Для всех остальных, для тех, у кого в отношениях все хорошо, для тех, кого не интересуют именно отношения мужчина-женщина, и поэтому это и для мужчин тоже, это именно тоже человек, я вам описала мужчину
с которым есть незавершенные какие-то дела, незавершенные отношения. Отношения, если это для мужчин, это может быть что-то связанное с бизнесом, это может быть коллега на работе. Я не вижу, что это кто-то вышестоящий, нет. Это вот как коллега, как знакомый, друг, может быть, даже какой-то родственник. Вот тут есть что-то незавершенное и мешает вам двигаться дальше, мешает вам принять какое-то решение, избавиться от дискомфорта и, конечно же, быть в гармонии.